Вы стоите на своей кухне, и этот звук вам слишком хорошо знаком. Стоит вам только коснуться края пакета, как ваша кошка уже здесь, крутится у ваших ног, предвкушая заветную порцию сухого корма. Для вас это удобство и проверенная годами рутина. Для нее самый долгожданный момент дня. Но прямо сейчас, пока эти хрустящие гранулы падают в миску, внутри вашей кошки происходит нечто, о чем она никогда не сможет вам рассказать. Правда, скрытая за яркими упаковками и обещаниями полноценного питания, заключается в том, что сухой корм — это медленная, невидимая катастрофа для организма хищника. Каждый день, когда ваш питомец ест только сухие гранулы, в его теле накапливаются микроповреждения. Нет боли, нет предупреждений, просто тихий износ органов, пока однажды не станет слишком поздно что-то исправлять. Сегодня мы заглянем внутрь организма вашей кошки, чтобы понять, что на самом деле делает с ней сухой корм и почему этот выбор может стоить ей нескольких лет жизни. Глава 1. Пустынный странник и иллюзия жажды. Чтобы понять, почему сухой корм так опасен, мы должны вернуться на тысячи лет назад. Ваши домашние кошки — это биологические потомки пустынных хищников. Их организмы были созданы для условий, где вода — это редкая роскошь. В результате эволюция научила их получать почти всю необходимую влагу не из луж или ручьев, а напрямую из своей добычи. В дикой природе обычная мышь или птица на 70-75% состоят из воды. Это идеальная форма гидратации, встроенная прямо в пищу. Но вот в чем заключается шокирующее несоответствие. Сухие гранулы содержат всего от 7 до 10% влаги. Это даже близко не соответствует тому, на что рассчитан кошачий организм. Но самое опасное — это низкий порог жажды. Из-за своего пустынного происхождения кошки просто не чувствуют жажду так, как мы с вами. Они не могут компенсировать сухость еды, выпивая больше воды из миски. Они просто живут в состоянии постоянного дефицита влаги, день за днем. Глава 2. Скрытое обезвоживание, уровень критической отметки. Вы можете подумать, но моя кошка пьет воду, я вижу ее у миски. Однако ветеринарная наука говорит о другом. Кошки начинают испытывать чувство жажды только тогда, когда уровень обезвоживания их организма достигает 3%. Для человека 3% обезвоживания — это состояние, при котором врачи в отделении скорой помощи уже рассматривают вопрос о введении внутривенных жидкостей. Ваша кошка достигает этого порога прежде, чем она вообще подумает о том, чтобы подойти к миске с водой. Если ваш питомец ест только сухой корм, он, скорее всего, живет в состоянии хронического низкоуровневого обезвоживания. Это не то острое состояние, которое вы заметите сразу. Это тихая, постоянная нехватка воды внутри тела, которая медленно, но верно бьет по самому уязвимому органу кошки. Глава 3. Когда почки работают на износ. Почки — это первый орган, который принимает на себя удар. Их задача — фильтровать кровь и выводить токсины. Но когда в организме не хватает жидкости, кровь становится более густой и концентрированной, и почкам приходится работать с удвоенной силой, чтобы проталкивать эту жидкость через свои фильтры. У кошек, питающихся преимущественно сухим кормом, риск развития хронической болезни почек значительно выше. Ткани почек постепенно разрушаются под этой постоянной нагрузкой. И здесь скрывается самая жестокая правда. Болезнь почек у кошек неизлечима. Поврежденная ткань не восстанавливается. К тому моменту, когда вы заметите первые симптомы рвоту, потерю веса, вялость или чрезмерную жажду, значительная часть функций почек может быть уже безвозвратно утрачена. Ваша кошка может терять здоровье прямо сейчас, и вы никогда об этом не узнаете, пока не станет слишком поздно. Глава 4. Атака на мочевой пузырь и смертельная угроза. Дефицит воды не останавливается на почках. Он идет дальше, в мочевой пузырь. Когда моча становится слишком концентрированной из-за нехватки влаги, она превращается в идеальную среду для образования кристаллов. Эти микроскопические кристаллы царапают и раздражают нежные стенки мочевого пузыря, вызывая воспаление и сильную боль. Но для котов, самцов, ситуация может стать критической в считанные часы.
Эти кристаллы могут вызвать полную закупорку мочевыводящих путей состояния, которое является экстренным случаем и угрожает жизни. Если кошка не может мочиться, токсины накапливаются в крови, и счет идет на часы. Главный фактор риска этой смертельной опасности — рацион, состоящий только из сухого корма. У кошек на влажном корме моча более разбавленная. Они мочатся чаще, и риск возникновения таких блокировок падает в десятки раз. Глава 5. Углеводная ловушка, биологический сбой. Но проблема сухого корма не только в отсутствии воды. Дело в том, что спрятано внутри каждой гранулы. Кошки — это облигатные хищники. Их тела спроектированы природой для работы на животном белке и жире, а не на зерне или крахмале. В дикой природе рацион кошки содержит менее 2% углеводов. Теперь посмотрите на состав типичного сухого корма. В нем содержится от 25 до 50% углеводов. Это не просто небольшое отличие, это биологическое несоответствие. У кошек отсутствуют специфические ферменты для эффективной переработки такого количества сахаров и крахмала. Их печень не умеет регулировать уровень сахара в крови так же эффективно, как наша. В результате эти лишние углеводы накапливаются, создавая условия для болезни, которую многие владельцы не связывают с питанием. Глава 6. Сухой корм и диабет-связь, которую нельзя игнорировать. Статистика неумолима. Уровень заболеваемости диабетом среди кошек неуклонно растет последние десятилетия. И это не совпадение. Когда кошка изо дня в день ест пищу, на 50% состоящую из углеводов, ее уровень сахара в крови постоянно повышен. Со временем развивается инсулинорезистентность, и поджелудочная железа перестает справляться. Но вот что действительно поражает, задокументированы случаи, когда кошек-диабетиков удавалось полностью снять с инсулина просто путем перехода на низкоуглеводный, влажный корм. Это доказывает, что во многих случаях причиной болезни была не сломанная поджелудочная, а неправильное топливо. Сухой корм буквально ломает метаболизм кошки каждый день. Глава 7. Ожирение. Почему они всегда голодны? Более половины кошек в развитых странах имеют избыточный вес или ожирение, и подавляющее большинство этих кошек питаются сухим кормом. Это происходит из-за коварной особенности обмена веществ хищника. Углеводы не дают кошке чувства сытости. Белок и жир подают в мозг кошки сигнал «я сыта», но углеводы этот сигнал не включают. Кошка ест калорийные гранулы, чувствует кратковременное наполнение желудка, но ее биологический голод остается неудовлетворенным. Она возвращается к миске снова и снова. Лишний вес давит на суставы, нагружает сердце и становится ступенькой к болезням печени. Сухой корм создает замкнутый круг переедания, из которого кошке трудно выбраться самостоятельно. Глава 8. Процесс производства. Что остается от питания? Многие предполагают, что если корм стоит на полке магазина, значит, он сохранил все свои полезные свойства. Но реальность производства сухого корма выглядит иначе. Ингредиенты смешиваются и пропускаются через машину, называемую экструдером, под давлением и при температуре выше 150 кратова. Такая экстремальная жара разрушает натуральные витамины и ухудшает качество белка. В результате получается продукт, из которого выжжена большая часть первоначальной питательной ценности. Чтобы компенсировать это, производители распыляют сверху синтетические витамины и усилители вкуса. Ваша кошка ест не богатую нутриентами еду, а глубоко переработанный продукт, который искусственно дотянули до стандартов после того, как настоящая польза была уничтожена при готовке. Глава 9. Миф о здоровье зубов. Это, пожалуй, самое стойкое заблуждение, в которое верят почти все владельцы кошек. Сухой корм чистит зубы. Реклама внушает нам, что хруст гранул счищает налет, как зубная щетка. Но наука этого не подтверждает. Исследования показывают, что разница в состоянии зубов у кошек на сухом и влажном корме минимальна. Когда кошка кусает гранулу сухого корма, та мгновенно рассыпается в пыль. В этом нет никакого длительного механического трения, необходимого для очистки.
Это все равно, что пытаться почистить свои зубы, поедая крекеры. Для настоящего здоровья зубов кошке нужна щетка, профессиональная чистка и, в крайнем случае, грызение натуральных хрящей, а не крахмалистых сухариков. Глава 10. Почему кошки подсаживаются на сухой корм? Если сухой корм так плох, почему кошки так его любят и часто отказываются от влажного корма? Секрет в напылении. Производители используют специальную добавку, которую называют Digest Digest. Это концентрированный спрей из переработанных тканей животных, который делает гранулы невероятно привлекательными для кошки. Эксперты сравнивают это с тем, как фастфуд для людей проектируется так, чтобы вы не могли остановиться. Это настоящая пищевая зависимость. Кошка привыкает к этому интенсивному вкусовому сигналу, и обычный влажный корм кажется ей пресным и неинтересным. Переход на более здоровое питание может потребовать недель терпения именно из-за этой вкусовой ловушки. Глава 11. Невидимый удар по сердцу и коже. Хроническое обезвоживание, вызванное сухим кормом, тихо бьет даже по сердцу. Когда в организме постоянно мало жидкости, объем крови падает. Чтобы прокачивать такую густую кровь и обеспечивать органы кислородом, сердцу приходится работать тяжелее. Со временем эта нагрузка может ослабить сердечную функцию, о чем многие владельцы узнают слишком поздно. Даже кожа и шерсть страдают от сухого рациона. Вода — это фундамент здоровья самого большого органа тела кошки. У кошек на сухом корме кожа часто становится сухой, а шерсть — тусклой и ломкой. Мы часто списываем это на возраст или генетику, но часто это просто крик организма о влаге. Удивительно, но при переходе на влажный корм качество шерсти часто преображается всего за несколько недель. Глава 12. Как выглядит идеальное топливо? Чтобы понять, что не так с сухим кормом, достаточно сравнить его с тем, что кошка ест в природе. Дикая добыча. 70-75% воды, менее 2% углеводов, высокий уровень животного белка. Сухой корм. 7-10% воды, 25-50% углеводов, глубоко переработанный белок. Каждый показатель здесь полная противоположность биологическим потребностям вашей домашней тигрицы. Вы бы не стали кормить льва овсяными хлопьями и ждать, что он будет здоров. Домашняя кошка — это тот же хищник, только меньше, и ее нужды также специфичны. Глава 13. Путь к исцелению, как изменить ситуацию. Хорошая новость в том, что организм кошки невероятно вынослив. Как только вы убираете то, что наносит вред, и даете то, что нужно клеткам, тело начинает восстанавливаться. Владельцы, перешедшие на качественный влажный корм, замечают, что кошки становятся активнее, их шерсть начинает блестеть, а походы в лоток становятся более регулярными. Как сделать переход безопасным? 1. Никогда не делайте это резко. Система пищеварения кошки ненавидит перемены. 2. Постепенность – это ключ. Начните с добавления 1 чайной ложки влажного корма в сухой. В течение 2-4 недель медленно меняйте пропорцию. Больше влажного, меньше сухого. 3. Ищите качеству. В составе влажного корма на первом месте должно стоять конкретное мясо, курица, индейка, лосось, а не продукты животного происхождения. Углеводов должно быть минимум в идеале менее 5%, а влаги более 70%. 4. Подогрейте еду. Если кошка отказывается, слегка подогрейте влажный корм, чтобы усилить его аромат. Выбор за вами. Ваша кошка может прожить всю жизнь на сухом корме и выживать. Но выживать и процветать – это два очень разных слова. Разница может быть не видна сегодня, но она накапливается годами в ее почках, сердце и обмене веществ. Каждая миска еды – это либо вклад в ее здоровье, либо шаг в сторону болезни. Ваша кошка не может прочитать состав на упаковке и не может сама налить себе больше воды. Она полностью доверяет этот выбор вам. Берегите своего маленького сородича, сделайте хотя бы один шаг сегодня. Замените одно кормление сухим кормом на качественный влажный. Это небольшое изменение может стать самым важным подарком, который вы когда-либо делали для своего питомца.
А что ест ваша кошка прямо сейчас? Замечали ли вы изменения в ее состоянии после смены корма? Поделитесь своей историей в комментариях. Это может помочь кому-то другому спасти своего друга. До встречи в следующем видео. И не забудьте просто посидеть рядом со своей кошкой, она этого очень ждет.